Дорогие друзья, всем привет! Рад, что вы на канале Food Court. И сегодня я приготовил для вас рецепт приготовления домашнего творога. Творог я буду готовить из магазинного молока. Есть разные способы приготовить домашний творог. В этом видео я покажу вам, как я готовлю домашний творог, используя су-вид, водную баню и молочную сыворотку. У меня на канале уже есть видео приготовления домашнего творога на основе магазинного молока и кефира. И в этом видео я сравню результат. Меня интересует выход творога из расчета на 1 литр молока. Творог получился замечательный, отличного качества. Так, ну что, сегодня готовим домашний творог. Готовить его я сегодня буду не совсем обычным способом. У меня здесь 10-литровая кастрюля, она помещена в пластиковый контейнер. В контейнере вода, температура примерно там 45 градусов. В качестве нагревательного элемента у меня будет работать кипятильник су-вид. Это ротационный кипятильник, который позволяет держать стабильную температуру. Значит, температура молока на сейчас 29 градусов. Температура воды около 50 градусов. То есть моя задача нагреть молоко в кастрюле до температуры 82 градуса и получить зерно, творожное зерно. Сквашивать молоко я буду закислять обычной сывороткой, молочной сывороткой, которая у меня осталась от прошлого раза. Я делал творог. Делал я, как обычно, на плите. И эта сыворотка у меня простояла 4 суток в кастрюльке, накрыта полотенцем. Она имеет достаточно высокую кислотность. Вот таким образом, значит, молоко у меня магазинное. Использую я вот такое вот молоко. У нас на острове здесь единственный молочный завод. Вот молоко Бена. Значит, 3,5 жирности это молоко. Оно пастеризованное, но не содержит никаких консервантов. То есть это молоко скисает, если поставить его вот так вот при комнатной температуре. Сейчас лето, июль, жара. Где-то температура на кухне у меня 26-27 градусов. Это при том, что работает кондиционер. Вот, поэтому это молоко скиснет. Поэтому я уже не раз пользовался этим молоком. Вот, оно дает прекрасный результат. Вот, если у вас есть наличие возможность приобрести такое молоко, то это будет нормально. Вот, потому что доступа к фермерскому молоку на острове у меня нет. Вот я добавляю еще 1 литр, это будет 6-й литр. И я буду включать нагрев. То есть уровень воды в контейнере примерно равен уровню молока в кастрюле. Вот таким образом у меня сейчас полные 6 литров. Ну а теперь мы включаем кипятильник и ставим температуру. Вот показывает 44 градуса сейчас температура воды и уже 30, почти 2 градуса температура молока. Я выставляю на кипятильнике температуру 82 градуса. Это та температура, которая позволит мне получить эффект сворачивания молока в творожное зерно при использовании молочной сыворотки. Вот, 82,5. И время я выставлю 2 часа. За 2 часа я думаю, что я успею свернуть молоко в творожное зерно. Сыворотка свернет. И я сниму творожное зерно уже с чистой сыворотки. Вот заработал ротационный кипятильник. По закону физики температура воды будет равна температуре молока.
В принципе, термометр, которым я пользуюсь, он так условно здесь для контроля. Выше, чем температура воды, температура молока не поднимется. Поэтому сейчас только будем ждать, пока кипятильник нагреет воду до температуры 82 градуса и одновременно нагреется температура молока до этой же нужной нам температуры 82. Так, готовим сыворотку. Я разогреваю сейчас на газу сыворотку до температуры где-то 75 градусов. И когда молоко у меня достигнет температуры 82 градуса, сыворотка примерно будет на 10 градусов температура ниже, я буду аккуратно вносить ее в молоко. Вот, поэтому я взял здесь с запасом, примерно у меня здесь 4 литра. Сыворотка достаточно кислая. Если у вас кислоты сыворотки не хватает, вы можете добавить сюда натуральный сок лимона из расчета 5 мл на 1 литр молока. Норма внесения сыворотки примерно 400-500 мл на 1 литр молока. Когда я делал домашний творог с использованием кефира, я на 3 литра молока вносил 1 литр кефира. Здесь вот такой расчет. Вот так идет подъем температуры. Нагрев идет медленно. По сравнению с тем, что происходит на газу, когда нужно постоянно подмешивать, потому что молоко находится в кастрюле, и кастрюля стоит на открытом огне, на достаточно жестком, даже на маленьком огне, если подогревать. Кастрюля у меня с тонким дном, поэтому пригорает. Вот, приходится постоянно подмешивать. А здесь нагрев идет как бы на водяной бане. И вот я хочу теперь сравнить результат. Творог, полученный при поднятии температуры на обычном газу, и вот здесь на водяной бане. С творогом на острове напряженка. Я не знаю, почему европейцы не воспринимают наш творог традиционный. Молочной, кисломолочной продукции, йогуртов, сыров невероятное количество. А вот обычного творога, вот такого, к которому мы всегда привыкли, домашнего, здесь нет. Поэтому вот я решил таким образом восполнить наш рацион. Пищевые привычки никуда не делись. Творожок со сметанкой, с какой-то ягодой или с яблочком, или с бананом. А это прекрасный завтрак или замечательный ужин. Ждем нагрева температуры до 82 градусов. Так, прошло уже 20 минут, температура 54 градуса воды, ну и, соответственно, порядка 50 градусов сейчас температура молока. Я думаю, что до 82 градусов этот объем должен разогреться за 30-40 минут. Ну, я точно буду фиксировать время. Так, ну что, прошло 45 минут, температура воды 82,5 и температура молока 82,5, поэтому сейчас я буду вносить сыворотку. Так, сыворотки у меня здесь порядка 4 литров. Ну, в среднем норма расхода сыворотки для того, чтобы свернулось молоко на творожное зерно, где-то 400-500 миллилитров на литр молока. Здесь у меня 6 литров молока, поэтому минимум 3 литра сыворотки у меня должно идти. Так, температура сыворотки у меня порядка 75 градусов. И теперь можно ее аккуратно вносить уже в молоко. Преимущество водяной бани заключается в том, что молоко прогревается равномерно не со дна, только на огне, на газу. А здесь идет нагрев равномерный. Поскольку температура сыворотки на 10 градусов чуть меньше, ниже, чем молоко, я добавлю температуру нагрева. Мне необходимо поддерживать температуру 82 градуса. Добавлю я до 84 и начну вводить сыворотку.
так вот равномерно разливая по краям, не в центр, а вот так по стеночке буду вводить. Так, в принципе, все. Наверное, 3,5 литра я внес сыворотки. И теперь, продолжая нагрев, будем контролировать температуру в центре творожного сгустка. Нагрев я буду продолжать до отделения сыворотки такого зеленовато-желтого цвета. Я думаю, на этот нагрев у нас должно уйти где-то примерно 20 минут. Вот, где-то 77 градусов. Продолжаем нагревать. Итак, друзья, прошло примерно 20-25 минут. Сыворотка, посмотрите, как хорошо отошла от творожного сгустка. Я снял кастрюлю с водяной бани. И сейчас я буду снимать творожное зерно. Я взял кастрюльку, поставил туда такой небольшой друшлачок вот, с дырочками, сеточкой и 2 слоя марли. И вот так вот аккуратно, стараясь не разрушить творожное зерно, этот сгусток, я буду выкладывать это все для того, чтобы стекала сыворотка. Вот сейчас на этом этапе я буду чуть-чуть подсаливать сырное зерно. Если вы не любите подсоленный творог, вы можете этого не делать. Я буквально вот на этот объем добавлю 6-8 грамм соли. Плюс к этому соль поможет лучше отойти сыворотке. Судя по результату, по тому объему, который я снял, уже можно сказать, что на водяной бане творожное зерно отошло лучше. Сыворотка, смотрите, имеет идеальный такой зеленовато-желтый цвет. И сейчас остатки сырного зерна я солью на сито с марлей для того, чтобы максимально снять творожное зерно с сыворотки. Сыворотки получилось достаточно много, она очень хорошего качества. Вот эту первую кастрюльку я слил примерно 4 литра. И сейчас я возьму еще одну емкость, еще одну кастрюльку и уже буду сливать остаток творожного зерна.
Вот таким образом, аккуратно собрав остатки творожного зерна, я буду перекладывать его в общую массу. И у меня получилось где-то примерно еще 4 литра сыворотки молочной отличного качества. Ну вот таким образом я постарался максимально снять все творожное зерно. И теперь примерно час-полтора я поставлю это все просто на кухне при комнатной температуре стекать сыворотку. На этом этапе я еще чуть-чуть подсаливаю. Никакого прессования тут делать не нужно. Я просто накрою творожное зерно тарелочкой, вот таким образом придав форму. И этот творожный сгусток будет отдавать сыворотку под собственным весом. Я думаю, что за 1,5 часа он остынет, примет форму, лишняя сыворотка отойдет, и его можно будет перевернуть один раз. Итак, друзья, прошло где-то около 2 часов, пока я занимался своими делами. Творожок подпрессовался, вот столько сыворотки примерно еще осталось, грамм 250-300. И теперь я его просто переверну один раз и чуть-чуть присолю. И затем он будет у меня в холодильнике до 5-6 часов стоять до полного остывания. Вот такая красота получилась. Теперь надо провести взвешивание. Для меня важно понимать, я готовил творог точно по такому же рецепту, но на открытом огне на газу. И этот творог я приготовил на водяной бане с использованием сous-вид. Итак, 1403 грамма. Отличный результат. Из тех же 6 литров молока при приготовлении домашнего творога на газу на огне я получал 1260. 1200. Все-таки водяная баня позволила получить более лучший результат. Еще чуть-чуть подсолю с этой стороны и просто переверну творог и поставлю его обратно в форму. И уберу в холодильник на 5-6 часов для того, чтобы он остыл полностью и стабилизировался. Итак, друзья, уже вечер. Творожок у меня простоял где-то 5 часов в холодильнике при температуре 2-4 градуса. Он остыл, стабилизировался. И теперь мы можем посмотреть на готовый результат. Творог упругий достаточно, такой ровной плотной консистенции.
Вуаля, все готово. Прекрасный домашний творог, который вы можете приготовить у себя на кухне своими руками. Из обычного магазинного молока, используя молочную сыворотку, используя водяную баню или используя обычный нагрев на газу или коплите. Вот такой прекрасный, замечательный творог у нас есть в результате. Ну и кроме всего прочего, готовить домашний творог – это просто экономически выгодно. Я сделал расчет к тем ценам, которые есть в магазинах, супермаркетах на творог, который здесь есть, например, из Прибалтики, то примерно 1 единица к 4. То есть для того, чтобы купить килограмм творога в магазине, нужно потратить условно 4 единицы. А если сделать творог дома своими руками, это обойдется всего в 1 единицу. Вот такая экономика. Посмотрите, какой прекрасный получился творог. Мягкий, нежный, маслянистый, такой кремовой консистенции. Творог хорошо крошится, не рассыпается. Друзья, если вам понравился этот рецепт, если вам понравилось это видео, буду вам благодарен за ваш лайк. Не забудьте подписаться на канал. Оставайтесь на фудкорте. Впереди вас ждут очень много вкусных и интересных рецептов.